Самый, пожалуй, интересный сюжет прямо сейчас – это упорные попытки российского государства поговорить о чем угодно, кроме состояния рубля на валютном рынке. Порассуждать на какие-то более приятные для них темы, например, о каких-нибудь больших ракетах. Если смотреть на то, как выглядит нынешняя методичка, вся архитектура пропаганды, то совершенно очевидно. Идея их в том, что мы должны очень сильно думать о том, что орешник достигает скорости в 10 махов, а что рубль за день упал на 10%, это не настолько важно. Мы находимся в интереснейшей ситуации. Вроде бы идет война. Вроде бы она сама по себе должна отвлекать все возможное внимание на себя. Но на практике мы видим нечто иное. На практике мы видим, что нужно предлагать специальные усилия, чтобы люди смотрели не на табло обменника, а на ракету. Но самое интересное даже не это. Самое интересное и показательное в том, что при всех усилиях люди на ракету все равно не смотрят. – 28 ноября в Астане прошел саммит ОДКБ. За круглым столом сидели Путин, Токаев, Лукашенко, президент Кыргызстана Жапаров и Таджикистана Рахмон. Но вместо обсуждения вопросов по повестке, Путин вдруг стал с листа читать лекцию про российские ракетные системы и их западные аналоги. Ракеты воздушного базирования «Шторм Шедоу», французская «Скалп» и немецкий «Таурус имеют боевую часть где-то 450-480 килограмм в теракиловом эквиваленте. Дальность 500-650 километров. 650 – это как раз немецкая ракета «Таурус». Скорее всего, 5 лидеров государств сверстали график и собрались в одном месте вовсе не для того, чтобы заслушивать справочные данные, у какой там ракеты какая дальность полета в километрах и мощность в тротиловом эквиваленте. Сам Путин, похоже, прекрасно понимал неловкость ситуации. И даже оправдывался, мол, это коллеги по ОДКБ сами заинтересовались. Для справки, кстати, скажу, вот коллеги тоже некоторые просили об этом, что российский аналог всех 3 модификаций «Атакамс» – это ракетная система, российская ракетная система «Искандер» и ее различные модификации. Впрочем, извинительный тон как бы подсказывает: нет, коллеги о лекции не просили. У нас военно-политическая организация и некоторые коллеги просили меня поподробнее доложить о том, как складывается ситуация в зоне конфликта на Украине, в зоне специальной военной операции, в свете последних событий. Я всегда это делал на наших встречах, конечно, понимая всю важность происходящих событий. Просто дурные вести о национальной валюте застали Путина в Астане. Вот и пришлось перебивать новостную повестку и срочно зачитывать доклад о новых вооружениях. Рубль падает, зато ракеты летят! Не обошлось и без технических характеристик системы «Орешник», рассказы которой Путин снова предварил специальной ремаркой. Напомню еще раз. Напомню, как «Орешник» работает, как вы и просили. Путин заверил, что Россия делает в 10 раз больше ракет, чем все страны Запада вместе взятые. И пообещал в следующем году произвести еще больше, на 25-30%. Пригрозил центром принятия решения в Киеве, куда ж без этого. Заявил, что российские парни погибают, защищая родину. Это, судя по выражениям лиц, тоже было очень важно для его коллег. Еще Путин дежурно поугрожал странам НАТО, мол, ракеты «Орешник» даже в неядерном исполнении сопоставимы по мощности с атомным оружием. Сама, мол, материя распадается от них на элементарные частицы. Температура поражающих элементов достигает 4000 градусов. Если мне память не изменяет, на поверхности Солнца температура 5,5-6 тысяч градусов. Поэтому все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, на элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль. Пока Путин в Астане сбивал ракетами информационную повестку, в самой России крупнейшие СМИ, вплоть до правительственной российской газеты, хором перепечатывали алармистский доклад американца Майкла Адамса. Вот что он пишет. До сих пор почти никто на Западе не понимает, что такое система оружия «Орешник», только что продемонстрированная Россией. Мой вывод – с НАТО покончено. Запад понятия не имеет, с чем столкнулся. Российская система «Орешник» — это шах и мат для НАТО и США. Россия только что изменила ход войны и добилась глобального господства. Это все равно, что играть с Путиным в шахматы и думать, что вы можете соперничать,
как вдруг путинская королева пускает по шахматной доске огнемет и поджаривает все ваши фигуры. Правда, перепечатывая твит Адамса, все отечественные медиа деликатно умолчали, что этот научный исследователь, как они сказали, параллельно борется с прививками и с доказательной медициной, а еще рассказывает читателям, как вылечил сам себя от диабета. Сайт Адамса, Natural News, одно из самых известных на Западе конспирологических изданий, со статьями типа таких. След, который оставляют в небе высотные пассажирские самолеты, в действительности распыляемые на людей химикаты. Но это извечная история. Неважно, какой именно американец комплиментарно отозвался о Путине. Главное, что американец и что похвалил. При нынешнем курсе рубля к доллару восторженные речи американцев дорогого стоят. Есть масса рассуждений о том, что интересует наше общество на самом деле. Мол, оно инфицировано войной, оно кушать не может, как хочет реставрировать то ли СССР, то ли Российскую империю, то ли и то, и другое сразу. И весь смысл жизни для представителей российского общества как можно менее осмысленным образом сложить свою буйную голову на войне. Но факт в том, и в моменты экономических кризисов это проявляется особенно ярко, что наши люди ведут себя в высшей степени рационально. Да, они максимально изолировали свою жизнь от войны. Как и любые граждане репрессивных режимов, они демонстрируют молчаливую лояльность. Но как только дело доходит до дела, как только речь заходит о вещах, непосредственно влияющих на личное благосостояние, таких как инфляция, девальвация, никакими новостями ни о каком орешнике эту реальность не перебить. Путин грозно вращает глазами, рассказывая, что его ракета даже получше ядерки будет. В очередной раз бредит о киевском режиме, который клянчит у хозяев новые виды техники. А государственные медиа изо всех сил стараются создать впечатление, что это и есть главная новость. Тем временем, просто по поиску в Гугле и по просмотрам тематических роликов совершенно очевидно, на какой коэффициент граждане делят всю эту войну, то ли с Украиной, то ли со всем НАТО. Россияне очень хорошо делят события на важные и неважные. Нюансы путинской мимики – неважное событие. Реальное уменьшение денег в карманах – важное. Еще интереснее, насколько мимо общественного интереса проходят разговоры о пользе девальвации рубля для населения. Насколько люди осознают железную зависимость между инфляцией и девальвацией. Они прекрасно понимают, что ослабленный рубль очень быстро превратится в выросшие цены примерно на все. Свойство военного времени в том, что война заслоняет собой все остальные события. Война, по идее, ввергает общество в состояние легкого помешательства, когда новости, напрямую с ней не связанные, становятся сильно второстепенными. Но вот какой, по идее, разговор может быть об экономических проблемах, когда тут полным ходом идет полномасштабная война? Ее затем и затеяли, чтобы все прочие темы стали неважны. Но рост курса доллара на 10 рублей по-прежнему интересует людей в разы больше, чем захват очередных 10 километров чужой территории. Хотя нет, 10 квадратных километров руин вообще не интересует плюс-минус никого. Мы не знаем, кто именно ломанулся на рынок с огромным мешком валюты, чтобы остановить обвальное падение. Может, это был ЦБ, может, какой-то госкомпании или олигарху дали задание поделиться валютными запасами. Но приоритет этой проблеме дали максимальный. Для таких режимов, как наш, всегда важнее не фактическое положение вещей, а то ощущение, которое от них создается. Немерено пропагандистских усилий было приложено за эти почти уже 3 года не столько к тому, чтобы рассказывать, как успешно у России идут дела на фронте, сколько к тому, чтобы изо всех сил демонстрировать нормальность. Демонстрировать, что война никак не повлияла на жизнь за пределами линии фронта. Что российские граждане живут так хорошо, как никогда не жили. Относительно стабильный, по крайней мере, не вылетающий в космос курс рубля – важнейшая часть этой иллюзорной нормальности. Что примерно все прекрасно осознают. Таково поразительное свойство современных войн. К нашему разговору о том, почему современные государства больших войн не ведут. Потому что современная война перестала приносить не только физически осязаемую выгоду, но даже моральное удовлетворение для граждан и политические бенефиты. Ты ожидал, что будешь под восхищенными взорами подданных горцевать на белом коне перед строем солдат, и все напрочь забудут о внутренних проблемах. В реальности ты всех пытаешься впечатлить какой-то вундервафлей, пока люди только и делают, что смотрят на курс доллара. Даже захват куска российской территории, который на секундочку продолжается 4-й месяц, не вызывает и половины того интереса, который притягивает обесценивание национальной валюты. Доллар по 110 в глазах граждан более ненормальное положение вещей, чем иностранная армия на собственной территории.
И усилий по нормализации тут нужно приложить гораздо больше. Современные общества не готовы и не пригодны к большим войнам, которые поставляют только плохие новости. И никакие военные успехи, квадратные километры и уж тем более орешники не способны никого вдохновить. Настолько далеко мышление общества находится от войны, что абсолютно все темы обсуждения выглядят так, будто никакой войны нет. Так выглядит современное общество. Война его не интересует, даже если ею пытаются перебить экономическую повестку. Это хорошая новость для перспективы. Ведь режим Путина и его война не органическое, а совершенно чуждое нашему обществу явление. А значит, ни внушительного милитаристского навеса, ни потребности продолжать смертоубийство путинский режим после себя не оставит. До завтра.